Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как вязать вот такие круглые ажурные мотивы крючком и соединять их между собой в единое полотно. Для работы я использую нитки Maxi и крючок 1,25. Вязание нашего мотива начинаем со скользящей петли. Рабочей нитью обкручиваем указательный палец, вводим крючок, захватываем рабочую нить, снимаем колечко с пальца. Вот что получилось. Далее вяжем одну воздушную петлю подъема и в полученное кольцо провязываем 12 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11 и 12 столбик без накида. Затягиваем скользящую петлю. Вот такая серединочка получается. Заканчиваем ряд, провязываем соединительный столбик в первый столбик без накида. Далее набираем 8 воздушных петель подъема. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая воздушная петля. 8 воздушных петель заменяют нам столбик с 5 накидами. Далее вяжем еще 9 воздушных петель для арки. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая воздушная петля. То есть всего у нас здесь получилось 17 воздушных петель, 8 воздушных петель подъема и 9 воздушных петель для арочки. Далее на крючок делаем 5 накидов. Первый, второй, третий, четвертый и пятый накид. Вводим крючок в следующий столбик по нашему колечку по центру. Вот вершину следующего столбика провязываем столбик с 5 накидами. Провязываем вот таким образом по 2 петельки с крючка. Вот, провязали столбик с 5 накидами. Далее вяжем 9 воздушных петель для арки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Снова делаем 5 накидов на крючок. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вводим крючок в вершину следующего столбика предыдущего ряда за обе полупетли и провязываем столбик с 5 накидами. Провязали. Далее снова провязываем 9 воздушных петель, то есть повторяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 воздушная петля. Снова 5 накидов на крючок. 2, 3, 4, 5. Вводим крючок в вершину следующего столбика предыдущего ряда и провязываем столбик с 5 накидами. Вот что у нас получается. И таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд. В конце ряда провязали 9 воздушных петель и вяжем соединительный столбик в 8 воздушную петлю подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и вот она 8 воздушная петля подъема. Провязали соединительный столбик. У вас должно было получиться 12 вот таких вот арок из 9 воздушных петель. Далее под первую арку вяжем соединительный столбик.
Далее провязываем одну воздушную петлю подъема и под эту же арочку вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. 2 воздушные петли и под эту же арку провязываем еще 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик. Под следующую арочку провязываем точно так же 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. 2 воздушные петли и под эту же арочку еще 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Под следующую арку повторяем 5 столбиков без накида. Две воздушные петли и еще 5 столбиков без накида под эту же арочку. Второй, третий, четвертый и пятый. Вот что у нас получается, и таким образом вяжем до конца ряда. Обвязали все арки из 9 воздушных петель, заканчиваем ряд, провязываем соединительный столбик в вершину первого столбика без накида. Вот что у нас получилось. На первый взгляд кажется, что мотив фалдит, но, конечно же, ему нужно выполнить влажно-тепловую обработку, тогда он выровняется и будет очень красиво выглядеть. Вяжем последний ряд мотива, провязываем 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. Под арку из 2 воздушных петель вяжем столбик без накида. Далее провязываем 4 воздушные петли. И под эту же арочку из 2 воздушных петель вяжем столбик без накида. Далее 5 воздушных петель. И вот здесь, где у нас переход от обвязки с одной арки на другую, вот здесь по центру, вяжем столбик без накида. Вот здесь видно такие пространства, вот в это место мы должны будем вязать столбики без накида. Далее провязываем 5 воздушных петель, повторяем 2, 3, 4, 5. Под арку из 2 воздушных петель вяжем столбик без накида, 4 воздушные петли. Под арочку из 2 воздушных петель вяжем столбик без накида. Далее 5 воздушных петель. И вот сюда вот между обвязками вяжем столбик без накида. Снова повторяем 5 воздушных петель. Под арку из 2 воздушных петель вяжем столбик без накида, 4 воздушные петли. Под эту же арочку вяжем столбик без накида, 5 воздушных петель. И вот здесь вот в это место, как раз над столбиком с 5 накидами, мы провязываем столбик без накида. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд. В конце ряда провязали 5 воздушных петель и вяжем столбик без накида вот сюда вот между вот этими обвязками 2 арок. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Вот что у нас получилось. А сейчас покажу, каким образом соединять такие мотивы между собой. Вот я уже соединила между собой 3 мотива. После влажно-тепловой обработки они выглядят вот таким вот образом. Они ровненькие и красивые. А сейчас вот в это место я хочу присоединить следующий мотив. Мотивы у меня будут соединяться за арки из 4 воздушных петель. Каждая сторона
с соседним мотивом присоединяется за 2 точки, за 2 арочки из 4 воздушных петель. Соответственно, в моем мотиве, который я буду присоединять, будет 2 соседних мотива. Он будет присоединяться за вот эти 2 точечки и за вот эти 2 точки на соседнем мотиве. Соответственно, мы должны будем провязать, присоединиться за 2 точки. Далее одна точка у нас вот такая арочка не присоединяется, и следующие 2 арки присоединяются. Я вяжу следующий мотив. Вот я начала, я обвязываю все мотивы, и мне до конца ряда нужно не обвязать 5 арок. Вот первая, вторая, третья, четвертая и пятая арочка вот этими вот арками из 5 и 4 воздушных петель. Вот у меня осталась первая, вторая, третья, четвертая и пятая арка не обвязаны. Я вяжу первую арку, которая еще не обвязана, и у меня сейчас идет арка из 4 воздушных петель. Я вяжу 2 воздушные петли, и этой арочкой я буду присоединяться к мотивам, уже соединенным. Вот моя первая точка присоединения. Я ввожу крючок вот так вот под арку, захватываю петельку мотива, который вяжу, довязываю еще 2 воздушные петли, свою арочку, под арку из 2 воздушных петель вяжу столбик без накида, далее 5 воздушных петель, 3, 4, 5, так как мы вяжем мотив, столбик без накида над столбиком с 5 накидами, далее снова 5 воздушных петель, под арку из 2 воздушных петель вяжу столбик без накида. Теперь у меня арка из 4 воздушных петель. Я вяжу 2 воздушные петли, и этой арочкой буду присоединяться к соседнему мотиву. Вот следующая моя точка соединения, следующая арочка. Ввожу крючок вот таким образом, захватываю петлю мотива, который вяжу, протягиваю, вяжу 2 воздушные петли. И под арку из 2 воздушных петель продолжаю вязать мотив, вяжу столбик без накида. 5 воздушных петель, столбик без накида. Мы присоединились уже по одной стороне. Следующей аркой мы присоединяться не будем. Она у нас остается в центре. Вяжем 5 воздушных петель. Под арку из 2 воздушных петель вяжем столбик без накида. 4 воздушные петли. Под арочку из 2 воздушных петель столбик без накида, 5 воздушных петель. Вот сюда над столбиком с 5 накидами вяжем столбик без накида, обвязываем следующий фрагмент, вяжем 5 воздушных петель, столбик без накида под арку из 2 воздушных петель. Арочка сейчас идет 4 воздушных петель, мы должны ею присоединиться к соседнему мотиву. Вяжем 2 воздушные петли, смотрим на наши мотивчики. Вот эта арочка остается не присоединенная, значит мы здесь пропускаем одну арку и присоединяемся к вот этой арочке. Вот таким вот образом. Вводим крючок под арку, захватываем петлю мотива, который мы вяжем. Протягиваем. Вяжем еще 2 воздушные петли, столбик без накида под арку из 2 воздушных петель, 5 воздушных петель. Вот сюда над столбиком с 5 накидами мы вяжем столбик без накида, снова 5 воздушных петель. Под арочку из 2 воздушных петель вяжем столбик без накида. Далее у нас арка из 4 воздушных петель. Ею мы тоже будем присоединяться к соседнему мотиву. Это наше последнее место присоединения. В данном случае провязали 2 воздушные петли. Ищем следующую арочку. Вот она. Вводим крючок вот таким образом. Захватываем петлю мотива, который вяжем. Вяжем 2 воздушные петли. Столбик без накида под арку из 2 воздушных петель, 5 воздушных петель
И вот сюда в начале ряда вяжем столбик без накида. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Я выполнила влажно-тепловую обработку мотивов. Вот так они выглядят. И, конечно же, вы видите, что между мотивами у нас образовалось большое пространство, которое нужно заполнить. И сейчас мы свяжем маленький мотив, которым заполним пространство между мотивами. Берем нить. Начинаем вязание маленького мотива со скользящей петли. Вяжем одну воздушную петлю подъема и полученное колечко провязываем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой столбик без накида. Затягиваем скользящую петлю. Далее провязываем соединительный столбик в вершину первого столбика без накида. Вот таким вот образом получилось вот такое вот колечко, обвязанное столбиками без накида. Далее вяжем одну воздушную петлю подъема и в вершину того же столбика, куда провязали соединительный столбик, вяжем столбик без накида. Далее провязываем 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Вытягиваем крючок из петельки, берем наши мотивы и присоединяемся за одну из вот этих арок из 4 воздушных петель. Протягиваем петлю мотивчика, который вяжем. Вяжем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Далее по вот этому колечку вяжем в следующую вершинку столбика столбик без накида и в вершину следующего столбика провязываем столбик без накида. Снова провязываем 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая воздушная петля. Вытягиваем крючок из этой петельки, смотрим наше следующее место присоединения. Это вот эта вот арочка. Вот это была первая, вот вторая арка из 4 воздушных петель. Захватываем ее крючком. Берем петельку мотива, который вяжем. Протягиваем вот таким образом. И вяжем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Далее по центру маленького мотива вершину следующего столбика провязываем столбик без накида. И вершину следующего тоже провязываем столбик без накида. Снова вяжем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Вытягиваем крючок из петли. Смотрим следующее место присоединения. Это вот арочка из 4 воздушных петель. Вводим туда крючок. Захватываем петлю мотива, который вяжем. Протягиваем, вяжем 5 воздушных петель, 3, 4, 5. В вершину следующего столбика по центральному маленькому мотивчику, вот этому в центре мотива, вяжем 2 столбика без накида, по одному столбику в вершину каждого столбика предыдущего ряда. Далее мы провязываем снова 5 воздушных петель, 3, 4, 5. Вытягиваем крючок из петельки. У нас осталась последняя точка присоединения. Это вот эта арка из 4 воздушных петель. Захватываем крючок вот таким образом, крючком эту арочку. Захватываем петельку мотива, который вяжем. Протягиваем. Далее вяжем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И вот сюда по центру. Вершину следующего столбика провязываем столбик без накида. И в вершину первого столбика без накида в начале ряда мы провязываем соединительный столбик. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив.
спрятали хвостик нити. Вот мотивчик, которым мы заполнили наше пространство. И вот такие мотивы у нас получились в итоге. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.